Всем привет! И в этом долгожданном для всех видео я буду собирать реплику пулемета Дегтярева, который пригодится мне для косплея персонажа Тачанкина. Данный оперативник находится в игре Tom Clancy Rainbow Six Siege. Пулемет будет установлен Gearbox 7 серии. К слову, я ничего не разбирал и не курочил, а просто купил данную деталь в страйкбольном магазине. Кто скинул свою копеечку на него, отдельное спасибо. Камеру Hop-Up взял от АК серии. Немного подточив входное отверстие, она идеально подошла под этот гирбокс. Конечно же, самое интересное — это положение Hop-Up, который будет расположен приемной трубкой вверх, так как магазин у пулемета находится сверху, и что самое крутое, он дисковой формы. Определившись с наполнением и расположением внутренних частей, приступил к изготовлению корпуса. Для него сделал шаблон из двух боковых частей рисунка. Приложил шаблон к пластине и по технологии трафарета обвел его баллончиком с краской. Получившийся рисунок вырезал по контуру болгаркой с отрезным кругом. Заготовку согнул по форме ствольной коробки. Сделал сужение на корпусе с помощью надпилов. Из пластины вырезал нижнюю крышку и приварил ее к ранее сделанной детали. В крышке сделал отверстие для спускового крючка. На гирбоксе есть крючок крепления, для него я в корпусе приварил выступ. Вторую точку крепления я сделал в технологическом отверстии. Для этого я рассверлил его и нарезал в нем резьбу. Гирбокс теперь надежно закреплен в корпусе пулемета. Далее приварил усиливающую перемычку и сделал крепление для Hop-Up из квадратного прута. Метчики М3 очень хрупкие и тонкие, сломал парочку, прежде чем нарезал нормальную длину резьбы. Прикрутил все на свое место, подсоединил аккумулятор и провел небольшой контрольный тест перед дальнейшей сборкой. По технической части почти все готово. Теперь можно перейти к внешнему виду пулемета. Кое-как нашел 18-мм трубку для ствола, да и то ее пришлось сварить из двух частей. Вообще основной скелет готов, и теперь на него можно лепить все что угодно, хоть ПВХ-пластик, хоть бумажный макет. Все-таки это косплейный пулемет, но я решил идти по хардкору и почти все части сделать из металла. Заодно почувствую вес настоящего пулемета. Муляж радиатора охлаждения ствола сделал из полипропиленовой трубы. Немного убавил диаметр и сделал ребра на токарном станке. Чтобы радиатор не болтался, сделал втулки из той же трубы, но диаметром поменьше. Кожух или воздушную рубашку на радиатор скрафтил из мебельной хромированной трубы. Немного убавил ее диаметр, вырезав сегмент и сварив заново деталь в трубу.
Затем просверлил в трубе отверстия и соединил их параллельными пропилами. Сделал крышку для кожуха, сварил между собой шайбу и кольцо. Под стволом есть трубка для газовозвратной пружины. Сделал для нее скобы и приварил к воздушной рубашке. Время переходить к прикладу. Его я выпилил из сосновой доски, довел до совершенства на ленточно-шлифовальной машине. Приклад-то я сделал, а прикрепление забыл. Пришлось исправлять данный косяк и приваривать к скелету две пластины, сверху и снизу. Под пластины в прикладе сделал пазы стамеской. Перед прикручиванием приклада просверлил в нем канал, в котором будут находиться аккумулятор и провода для соединения онного с гирбоксом. Теперь со спокойной душой прикрутил приклад на свое место. Крышку ствольной коробки буду вырезать из тонкой пластины. Согнул ее через трубу подходящего диаметра. На крышке также нужно сделать сужение, чтобы она плотно подходила к корпусу пулемета. После подгонки заварил и отшлифовал пропилы. Просверлил отверстие для крепления крышки к корпусу. Из узкой пластины согнул спусковую скобу, полости в которой заполню автомобильной шпаклевкой. Пришло время перейти к самой интересной, как по мне, части – к дисковому магазину. Его можно было сделать по-разному, но я остановился на механизме, как у оригинала. Вырезал из пластины два диска, на один из них приварил бортик в виде пластины по периметру. В центр приварил гайку, которая будет держать верхний диск.
Как было понятно с размерами магазина, сделал для него крепление. Защелкой будет служить прицел пулемета, который я сделаю из нескольких частей. Далее совместил отверстие хоп-апа с магазином. Приступил к изготовлению направляющих для пластиковых шаров. Направляющую сделал из пластин, которые согнул в тисках. Верхнюю направляющую приварил к диску, сопоставив ее с отверстием. Чтобы верхний диск возвращался, одел на гайку возвратную пружину. Над направляющей к верхнему диску прикрутил винт. Это и будет толкатель, и по совместительству ограничитель. Затем в верхнем диске сделал отверстие для шаров. Заправил магазин пластиковыми шарами, ну а дальше провел очередной тест. Видели бы вы мое лицо, когда настолько сложная поначалу конструкция, собранная на коленке, заработала? На самом деле выглядит все просто, но чтобы шары не застревали и не клинили, на подгонку у меня ушло несколько дней. Далее приварил мушку и перешел к шпаклевке швов. Шпаклевал автомобильной шпаклевкой. После высыхания все зашкурил и покрыл металл черным грунтом. Приклад покрасил морилкой под красное дерево. Штамповку на магазине я сделал с помощью краски. Кистью сделал потертости и небольшие очаги ржавчины. На этом этапе пулемет Дегтярева готов.
следующем видео будет продолжение, в котором я буду делать остальные предметы косплея данного персонажа. А пока всем спасибо за внимание. Если вам понравилось, поделитесь этим видео, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь. Увидимся в следующих видео.